Приветствую вас на канале Техревизор. Если обычные стереоколонки вам уже не в кайф и хочется, чтобы звук не просто был, а чтобы качал, добро пожаловать в мир 2.1. Это когда у вас не просто два динамика, а еще и сабвуфер в комплекте, который добавляет глубины, мощи и дает почувствовать басы. В этом рейтинге я собрал 5 лучших колонок с системой 2.1 на 2025 год. Будут и бюджетные с ценником примерно 5000 рублей, и помощнее, тысяч за 25-30. В процессе рейтинга обсудим мощность, качество звука, материалы корпуса и удобство подключения. А чтобы вы могли узнать актуальную стоимость моделей из этого рейтинга, я оставлю в описании под видео ссылки на маркетплейсы. Прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выход новых обзоров и рейтингов. Ну а теперь приступим. На пятом месте стоит недорогая система Sven SPS 820. Добротный вариант для дома, когда хочется чего-то громче и лучше встроенных динамиков, но без переплат за ненужные навороты. На вид ничего вычурного, два аккуратных сателлита и вполне внушительный сабвуфер. Колонки не громоздкие, примерно 18 см в высоту, легко встают на стол по бокам от монитора. Сабвуфер чуть посолиднее, 26 см в высоту и 27 в глубину, но за счет прямоугольной формы его можно спокойно поставить под стол или на полку. Корпус у всех элементов деревянный, не пластик, а это уже сразу плюс. Звук у дерева теплее, басы объемнее и гулкий дребезг, как у дешевых пластиковых систем, тут не появится. Хотя сам дизайн, если быть честным, слегка старомодный. Прямоугольные формы и простая отделка. Никакого футуризма. По мощности у нас 20 Вт на сателлиты и 18 на сабвуфер, в сумме 38 Вт. Этого достаточно, чтобы смотреть фильмы, слушать музыку и играть в игры с нормальной громкостью, не перегружая уши и не пугая соседей. Саб играет мягко, без глухих ударов или излишнего гула, так что система подойдет, если любите комфортный звук без перегибов. Отличный вариант для спальни, кухни или небольшой гостиной. Подключение у колонок максимально простое. Стандартный провод с питанием от сети и вход на 3,5 мм джек. То есть колонки можно подключить к ноутбуку, ПК, телевизору, даже к смартфону через переходник. Управление выведено на сабвуфер, крутилки громкости и баса находятся сбоку. Вроде мелочь, но по факту удобно. Не надо тянуться к задней панели. Все под рукой. Четвертое место занимает Ginzu GM420. Еще одна недорогая система 2.1. Дизайн в меру строгий, но с намеком на геймерский стиль. Тут и LED-дисплей, и подсветка, и пульт управления. Все это, конечно, выглядит на любителя, кому-то зайдет, кому-то не очень. Колонки не громоздкие, по 19 см в высоту, ставятся на стол спокойно. А вот сабвуфер уже основательный, почти 30 см в глубину и 33 в высоту. Ему лучше найти место под столом или сбоку. Корпус у всех компонентов из дерева, не пластик. Басы получаются глухими и мощными, без лишнего дребезжания. Но вот само дерево местами тонковато. Если постучать, чувствуется, что стенки не самые плотные. На звук это почти не влияет, но ощущение, что корпус мог бы быть поосновательнее, остается. По мощности тут уже посерьезнее, 35 Вт у саба и по 15 Вт на каждый сателлит. В сумме получаем 60 Вт. Это уже не просто фоном послушать, а прям почувствовать. Звук громкий, с жирным басом, особенно в фильмах и играх. Если вы любите, чтобы взрывы гремели, а в музыке было ощущение глубины, это ваш вариант. Для меломанов, которые гоняются за кристальной детализацией на высоких частотах, возможно, звучание покажется чуть грубоватым, но большинству пользователей звук зайдет с первых секунд. Подключение по Bluetooth или через RCA. Это удобно, можно запитать колонки как от компа, так и без проводов от телефона или ноутбука. Правда, при Bluetooth подключении на малой громкости слышен небольшой фоновый шум. В шумной комнате незаметно, но если слушаете музыку ночью на минималке, может немного раздражать. Тройку лидеров открывает Logitech Z623. Компактная, но мощная аудиосистема для дома Logitech Z623 – крепкий и проверенный вариант формата 2.1. Суммарная мощность 200 Вт. 130 Вт уходит на сабвуфер, по 35 на каждый из сателлитов. Подключение только по проводам. Аналоговые RCA и мини-джек 3,5 см. Беспроводных интерфейсов Bluetooth и USB здесь нет. Совместимы с ПК, ноутбуками, приставками и домашними кинотеатрами.
Модель сертифицирована THX и выдает глубокий и насыщенный звук с диапазоном от 35 Гц до 20 кГц. Сабвуфер отлично справляется с низами, а максимальный уровень звукового давления более 103 дБ. Для управления на правой колонке предусмотрены отдельные регуляторы громкости, баса и кнопка питания. Также есть разъем для наушников. Магнитное экранирование сателлитов обеспечивает безопасность рядом с техникой. Кабели по 2 метра позволяют гибко расставить элементы системы. В комплекте идет сабвуфер, 2 колонки, аудиокабели и инструкция. Задних и центральных колонок нет. Это чистая и мощная 2.1. Система без лишнего. Это надежный выбор для тех, кто хочет получить насыщенный звук и мощный бас без заморочек с беспроводными интерфейсами и настройками. Простая, но эффектная система для фильмов, игр и музыки. На втором месте Logitech G560. Наверное, самые эффектные колонки в рейтинге. Солидная акустика за приличные деньги. Сами колонки компактные, круглые, не занимают много места. Сабвуфер 40 см в высоту, поэтому под стол его придется пристраивать с умом. Сделано все это из добротного пластика, что практично, но кому-то может показаться, что за такие деньги хотелось бы побольше веса в материалах. Это и есть главный минус. За премиальную цену все же ждешь чуть более солидного исполнения. По мощности тут все очень серьезно. Общая мощность системы 120 Вт, а в пике все 240. Сабвуфер отрабатывает низы по полной, басы не просто слышны, они ощущаются телом, особенно в играх и кино. Сателлиты отлично справляются со средними и высокими частотами, звук четкий, объемный и яркий. Эта система в первую очередь заточена под геймеров, но и для музыки, и для фильмов она тоже подойдет на ура. Особенно оценят те, кто хочет настоящего вовлечения в процесс, с мощным звуком и эффектной подсветкой. Фишка Logitech G560 – фирменная подсветка LightSync. Она может реагировать на звук, пульсировать в такт музыки или подсвечивать экранные события в играх. В темной комнате это вообще другой уровень погружения. Например, в гонках подсветка горит как огонь из выхлопа, в шутерах мигает от взрывов. Очень эффектно. Есть приложение Logitech G-Hub, где можно все это настраивать под себя. С подключением все гибко. Можно через USB к компьютеру, через AUX к любой технике, а можно вообще по Bluetooth. Удобно, когда хочется включить музыку с телефона без проводов. То есть одна система и для ПК, и для смартфона, и для чего угодно. На первое место поставил Edifier S350DB. Внешне все строго, сдержанно и солидно. Классический дизайн в деревянном корпусе без ярких вставок и светящихся элементов. По цене колонки получаются примерно столько же, сколько и прошлый Logitech. Колонки и сабвуфер сделаны из МДФ и для красоты, и для акустики. Дерево гасит лишние вибрации, делает звук теплее и объемнее. Смотрится дорого, особенно на рабочем столе или рядом с телевизором. Размеры колонок 15 на 21 см, саб крупный, почти 32 см в ширину, так что придется заранее продумать, куда его ставить. Зато он не игрушечный и играет соответствующе. Да, габариты и вес этой системы, конечно, заставляют напрягаться. Тут точно придется заранее подумать, что и где разместить. Теперь про звук. Мощность сателлитов 80 Вт, сабвуфера 70, в сумме 150 Вт, и это чувствуется с первых же секунд. Саб не просто басит, а уверенно качает, особенно в фильмах и в музыке с жирным низом. Колонки отлично передают средние и высокие частоты, звук чистый, с хорошей детализацией. На малой громкости все сбалансировано, а если крутануть, соседям точно понравится меньше, чем вам. Отличный вариант для меломанов, киноманов, да и просто для тех, кто хочет все и сразу. И бас, и частоту, и мощь. Edifier все-таки умеет это. Подключается система по-разному. Есть и Bluetooth, и коаксиал, и оптика, и обычный AUX. Можно подключить хоть к компу, хоть к телеку, хоть к проигрывателю винила. Это удобно, подбирать технику под колонки не нужно, они подойдут почти к чему угодно. Из допов тут есть пульт. Не просто бонус, а реально полезная вещь. Можно управлять громкостью, переключать источники сигнала, не вставая с дивана. Особенно приятно, что он не какой-нибудь простенький, а увесистый и удобный, как у хорошей аудиотехники. Ну и напоследок пару слов о бюджетной альтернативе Edifier M1360. Эти колонки недорогие, компактные, общей мощностью 9 породистых Вт и с отдельным пультом. Если все прошлые из недорогого сегмента вам не зашли, можете брать эти. Несмотря на цифры по мощности, по звуку Edifier не обидят.
На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.